Всем привет! Сегодня говорим про ND-фильтры. Что это такое, зачем они нужны, можно ли без них обойтись, какие бывают форм-факторы ND-фильтров и почему кусок стекла может стоить $500. Еще вы узнаете, что такое стопы, компендиум и вариативные ND-фильтры. И еще кое-что, речь про ND-фильтры в контексте видео, потому что с фотографией совершенно другая история. Here we go. ND – сокращение от Neutral Density, что в переводе означает нейтральная плотность. Кусок стекла, который делает ваше изображение темнее. Но зачем он нужен? Ведь можно просто прикрыть диафрагму, либо уменьшить ISO, либо увеличить значение выдержки. Как бы да, но как бы нет. Если вы хотите добиться некой киношности вашей картинки, то начинать нужно с двух вещей. Первое – это Motion Blur. Он должен быть. Вот вам стоп-кадр. Видите, как меня размазало? Вот так это должно быть. И чтобы получить такое размытие, у вас выдержка всегда должна быть в 2 раза больше частоты кадров. Снимаете 25 кадров в секунду, выдержка должна быть 1/50. Именно такие настройки помогают вашему изображению правильно смазываться. Второй момент, который добавляет киношности, это размытый фон. Как же размыть фон? Правильно, нужно открыть диафрагму, но вот незадача. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает. Получается, выдержку мы трогать не можем. Диафрагму тоже, потому что ей мы регулируем, насколько размыт фон. А остается только ISO, и его мы можем опустить на дно морское. Одно у нас это 100, а ниже 100 опуститься мы не можем. И этого все равно недостаточно, а нужно еще темней. У многих камер есть такая штука, как нативная ISO, и перейдя на человеческий, это означает, что это оптимальная ISO для этой камеры. То есть производитель как бы вам говорит, что выставляя определенное ISO, вы получаете максимальный динамический диапазон. Кто первый раз слышит о динамическом диапазоне, не пугайтесь. Отдельно я сделаю ролик о камерах и там детально раскрою эту тему. А пока что примите это как важный момент. Рекомендуемая ISO у камер Sony 800. Выдержка, как вы помните, стоит 1/50, а диафрагма 2 либо 2,8. И для того, чтобы сделать темнее, ничего из этого мы трогать не можем. Короче, получается так, что камера никоим образом вам не поможет в регулировании освещения. Это вам не фотография. Добро пожаловать в Motion Pictures. Чтобы сделать изображение ярче, вам нужны осветительные приборы. Чтобы сделать его темнее, вам нужны ND-фильтры. Таким образом, мы подошли к ответу на вопрос, зачем же нужны ND-фильтры. Да, можно снимать без ND-фильтров, и есть пару способов. Первый. Просто увеличьте значение выдержки. Про Motion Blur забудьте, но реально станет темней. Это самый крайний, при этом самый распространенный случай. Второй способ — это снимать в тех условиях, когда ND-фильтр вам просто не нужен. Например, в контролируемом освещении, в помещении, на закате либо на рассвете. Что? Ну не будет этого размытого изображения, и что? Зато не нужно заморачиваться со всеми этими ND-фильтрами. Простой пример. Если взять какой-нибудь крутой рецепт по приготовлению пищи и вместо помидоров добавить томатную пасту, а вместо стейка рибай колбасу, то не стоит потом пенять, что результат какой-то не такой. Понимаете, о чем я? Крутое изображение состоит из мелочей, и Motion Blur — это одна из этих мелочей. Но что делать, если очень хочется снимать, а денег на ND-фильтры нет? Тогда я рекомендую снимать либо на закате, либо на рассвете. В конце концов, вы можете сделать из дефекта эффект. Лично я раньше так и делал. Резюмирую. Если вы хотите сохранить Motion Blur и при этом снимать в любое время суток, то набор ND-фильтров вам просто необходим. При съемке видео с определенным образом должны быть расставлены приоритеты. В первую очередь это объектив, во вторую это ND-фильтры, на 10-м месте выбор камеры. Потому что, создав идеальные условия для камеры, выбор камеры становится делом 10-м. Потому что если вы возьмете классную камеру, но отстойный объектив и отстойный ND-фильтр, какое изображение получится? То есть вы испортите изображение еще до того, как оно попадет в камеру. Но здесь вопрос, что лучше? Плохой ND, либо его полное отсутствие? Я скажу, что лучше вообще без ND, чем с очень плохого качества ND-фильтром. Есть два типа ND-фильтров. Это круглые, которые накручиваются на объектив, и прямоугольные, которые вставляются в Matebox, он же компендиум. И, конечно же, они отличаются размерами. Например, круглые соответствуют фронтальным диаметрам объективов, что на практике не совсем удобно. Прямоугольные фильтры для Matebox бывают 3 размеров: 4 на 4 дюйма, 4 на 5,65 и 6 на 6 дюймов. Эти фильтры называются MPTV Filters, что расшифровывается как Motion Pictures and Television Filters. Эта информация была для задротов, таких как я. Забегая вперед, я сразу хочу сказать, что вам нужно от 5 до 7 таких фильтров. И если у каждого вашего объектива разный диаметр, то под каждый объектив нужен свой набор. Таким образом получается, если у вас 3 объектива с разным диаметром фильтров,
вам нужно 21 стекло. Прикиньте, как напряжно таскать с собой столько стекляшек, а потом вы покупаете новый объектив, и его диаметр не подходит к вашим ND-фильтрам. И нужно покупать новый набор ND-фильтров. Ну ладно, есть такая штука, как переходные кольца. С меньшего диаметра на больший, то есть вы покупаете ND-фильтр большего диаметра и покупаете кучу колец, которые подходят к вашим объективам. И таким образом таскаете уже не стекляшки, а кольца. Таким образом можно подогнать все ваши объективы к единому диаметру. И это, кстати, выход. Хоть и через костыли, но выход. И в идеале у всех ваших объективов должен быть единый фронтальный диаметр. Это то, что присуще кинооптике. У каждой линейки кинообъективов есть единый диаметр, то есть все объективы от 18 до 135 мм, например, имеют диаметр 95 мм. Кстати, самые распространенные диаметры у кинообъективов это 95 мм и 114. Но, как вы помните, все фильтры, которые вставляются в компендиум, прямоугольные. Это как раз таки сделано для того, чтобы можно было менять только кольцо, которое насаживается на объектив. А фильтр как был прямоугольный, так и остался. Если завтра вы возьмете на прокат объектив вашей мечты, то фильтр под него у вас уже есть. Короче говоря, в случае киноформата у вас есть возможность быстрой замены ND-фильтров, плюс эти ND-фильтры подойдут на диаметры абсолютно любых объективов. И я уже вижу, как у вас начинает дергаться глаз от того, что все понятно и непонятно одновременно. Что купить и как не прогадать? Начнем с того, что если вы серьезно решили заняться съемками видео, то на старте вы можете купить недорогой Matebox. Такие компании, как Small Rig и Tilta, предлагают довольно-таки компактные, качественные и бюджетные варианты. И тут же добавлю, если вы только начинаете заниматься видео, то вам для начала будет достаточно всего лишь одного объектива. Самая распространенная ошибка — это при покупке камеры купить себе спиток объективов и потом совершенно не понимать, что с ними делать. Короче, идеальный план следующий. Вы берете себе классный объектив и под него набор качественных ND-фильтров, и только потом уже думаете о камере. Если денег не хватает, то вместо компендиума и прямоугольных фильтров берете фильтры, которые накручиваются. Если бюджет позволяет, возьмите Matebox и набор прямоугольных ND-фильтров. Камеру вы поменяете через год, 2 или 3, а Matebox и набор ND-фильтров останутся с вами навсегда. Если, конечно, захотите. Стопы. Ничего общего с фуд-фетишем здесь нет. Речь про количество освещения, которое попадает на сенсор вашей камеры. И помните, мы говорили в ролике про объективы о диафрагме? Кстати, кто не смотрел, посмотрите. Так вот, каждое значение диафрагмы — это стоп. Если вы с 2 прикрываетесь на 2,8, это значит, что на сенсор попадает в 2 раза меньше света, и это минус 1 стоп. Если с 2,8 на 4, еще в 2 раза меньше света и минус 1 стоп. Если хотите поднять на 2 стопа, открываетесь с 4 до 2. И это работает не только с диафрагмой, а с любым способом изменения освещения. То есть, например, если вы хотите с помощью ISO поднять на 1 стоп, то нужно изменить, ну, допустим, с 400 до 800. Это будет плюс 1 стоп. Хотите еще плюс 1 стоп с 800 до 1600. Минус 2 стопа — это с 1600 до 400. Все очень просто. А теперь вернемся к ND-фильтрам. Есть 3 способа маркировки ND-фильтров. Первый — это стопы. Про них вы уже знаете. Второй — это EV. 1 стоп равняется 0,3 EV. Таким образом, 2 стопа — это 0,6 EV. Соответственно, 2 и 1 — это 7 стопов. Есть еще третий способ маркировки. Теперь разберем на примере 5 стопов. ND-фильтр может быть подписан 3 разными способами. Первый — это ND 5 стопов. Тут все понятно. Также он может быть подписан ND 1.5. Это тоже 5 стопов. Также он может быть подписан ND 32. Это тоже 5 стопов. Бред ли это? Полнейший. Почему так? Без понятия. Держите табличку. Почему нужно именно 7 фильтров, 7 стопов? Ну, это, так сказать, на все случаи жизни. Я чаще всего использую ND на 3 стопа, 4 и 5. Почему? Потому что если говорить про лето, то обычно я снимаю в 6, 7, 8 вечера. И в такое время нужны как раз именно эти фильтры. Как бы я поступил на вашем месте, я взял бы всего лишь 3 ND-фильтра на 1, 2 и 3 стопа. Комбинируя их, мы получаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 стопов. Этого вполне достаточно для начала. Вот оно. Купите один ND-фильтр, и будет вам счастье. Конечно же, речь про вариативный ND-фильтр. Проблема в том, что вариативный ND-фильтр — это, по сути, 2 поляризационных фильтра, соединенных вместе. И при вращении они создают эффект затемнения точно такой же, как ND-фильтр. Но у этого есть побочный эффект. Например, бывает так, что у вас может появиться некий темный крест на всем изображении. Потому что использование 2 поляризационных фильтров в качестве замены ND-фильтра — это все равно, что безалкогольное пиво либо соевые котлеты. С виду вроде оно, но на вкус... Но не все так плохо. Если взять вариативный фильтр из топ-сегмента, то качество получится довольно-таки приличное. Плюс у него будут насечки со стопами, что очень-таки удобно. Но
Будьте готовы отвалить за такой фильтр от 100 до 150 долларов. Цена зависит от диаметра вашего объектива. Такой вариант подходит в двух случаях. Первый — это если у вас не хватает денег на 3 полноценных ND-фильтра, и вы берете один вариативный. Либо если вы снимаете документалки. В таком случае вы берете зум-объектив, вариативный ND-фильтр и вперед. IR-ND. Это не простой ND-фильтр. Он режет не только видимый нашему глазу спектр освещения, но также инфракрасный спектр. Значит, смотрите, какая петрушка. Когда снимают на пленку, то ставят обычный ND-фильтр и режется просто обычный спектр света, и с этим проблем никаких нет. Но дело в том, что цифровой сенсор вашей камеры видит не только обычный спектр, но еще и инфракрасный. И когда вы ставите обычный ND-фильтр, то режется все, кроме инфракрасного спектра. И таким образом ваша камера словно захлебывается в этом инфракрасном спектре, и поэтому появляются такие артефакты. На что это влияет? На то, что черный перестает быть черным. Черная футболка становится либо бледно-розовой, либо бледно-зеленой, но никак не черной. И что самое страшное, что это практически невозможно исправить на постобработке. Сколько стоит IR-ND? Примерно в 2 раза дороже обычного ND-фильтра, друзья мои. Стоит ли его брать? Определенно. Ни в коем случае не берите обычный ND-фильтр. Он испортит вам жизнь. Только IR-ND. Если кто-то вам говорит, что в камере уже стоит IR-фильтр и не нужно покупать IR-ND-фильтр, достаточно купить обычный ND-фильтр, то гоните этого человека в шею, потому что он не понимает, о чем он говорит. Да, некоторые производители ставят себе в камеры IR-фильтры, но они очень сомнительного качества. Дело в том, что плотность IR должна совпадать с плотностью ND, то есть когда у вас стоит ND на 7 стопов, отсекаться IR должно столько же соотносительно 7 стопам ND. Помните, я говорил вам, что один ND-фильтр может стоить 500 долларов? И здесь возникает логический вопрос. Алексей, почему же так дорого? Ну, во-первых, я не Алексей, а во-вторых, очень сложно идеально затемнить стекло и при этом не испортить изображение. Эти стекла запекаются при очень высокой температуре. Предварительно наносится специальный раствор, потом их достают, проверяют, наносят защитное покрытие и опять запекают при очень высокой температуре. И все это делается только лишь для того, чтобы этот фильтр не вносил никаких искажений в ваше изображение. Да, встроенные ND-фильтры давным-давно используются в телевизионных камерах, и с недавнего времени начали появляться в таких камерах, как Blackmagic 6K Pro, Sony FX6 и так далее. И я уверен, что это тренд на будущее, но есть один нюанс. Для механизма замены ND-фильтров внутри камеры нужно довольно-таки много места. Соответственно, габариты камеры очень сильно увеличиваются. И если вас это не смущает, добро пожаловать. Правда, таких камер пока что очень мало. ND-фильтры довольно-таки маленькие. Они ставятся между матрицей и объективом. И там есть некий механизм, который вращает эти ND-фильтры. Просто для информации. И еще есть некие переходники, например, с байонета RF на байонет EF. Кто не в курсе, это старый и новый байонет от Canon. Короче, там появляется место для того, чтобы впихнуть туда маленькие ND-фильтры. Это, конечно, выход, хоть и довольно-таки специфический. Но, как по мне, это очень непрактично. Но говорю я вам это просто для того, чтобы вы знали о вариантах. Потому что, возможно, в вашем конкретном случае это то, что нужно. Объектив вам нужен только лишь для того, чтобы получить красивое изображение, определенную эстетику и стиль. ND-фильтр вам в этом поможет. Его задача сделать так, чтобы вы могли снимать на открытых диафрагмах. При этом ND-фильтр не должен портить ваше изображение. А задача камеры все это записать с максимальным битрейтом и максимальным динамическим диапазоном. Объектив — это мясо. ND-фильтр — это овощи, а ваша камера — это просто лаваш, который держит все это вместе. Если вы хотите получить питательную и вкусную шаурму, то стоит очень основательно подойти к выбору объектива и ND-фильтров. С вас лайк, подписка, колокольчик, с меня новые видосики. Приятного ND-фильтра. Here we go.